Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина Лыкина. Прежде чем мы приступим к вязанию сумочки, я бы хотела продемонстрировать все возможные варианты трансформации данной модели сумки, потому как от вашего настроения зависит ее внешний вид и форма. Начнем с формы. Сейчас у нее выправлены боковые части, и если мы их заправим, то сумка приобретает совершенно другой вид, согласитесь? Что касается фурнитуры, здесь все на ваш полет фантазии. Например, у этой сумочки вязаный ремешок. Вот такой. Так захотела клиентка, чтобы в дальнейшем стирать эту сумочку полностью. Поэтому здесь все элементы связаны. Но если мы заменим, например, хлястик или выполним ручку из кожи, то есть уже приобретем готовые заготовки, то есть готовую фурнитуру, да, из кожи, то внешний вид ее изменится. Также можно использовать, например, гитарный ремень вот такой цветной. И сумка уже такая получается игривая, интересная, летняя. Поэтому фурнитуру выбирайте на свой вкус. Для того, чтобы связать такую сумочку, мне потребовалось 550 грамм шнура карамель. Это 3 моточка. И плюс 70 грамм уходит на вот такую ручку длиной 80 сантиметров. Сейчас расскажу о размере. Вот в таком расправленном виде. Вот так. У меня здесь 32 сантиметра. Квадратик этот 21 на 21. Высота, соответственно, сумки тоже 21. Глубина, вот эта область, у нас 14 сантиметров. И для такого размера сумки у меня ушло 3 мотка, и на ручку я еще один добавила. Характеристики шнура карамель следующие. У нас здесь 200 грамм на 75 метров. И ширина ниточки здесь, в этом шнуре, 5 миллиметров. Состав полиэфир и кашмелон. Ссылочка на сайт производителя будет в описании. Там же вы можете приобрести практически всю фурнитуру. Дополнительно понадобятся кольца-карабины, 2 карабинчика, если у вас будет вязаный вариант ручки. Можно использовать магнитную кнопку. Вот так, чтобы она у вас здесь находилась внутри. Либо любую другую застежку. То есть варианты существуют разные. Выбираете ту фурнитуру, которая вам больше нравится. Также, если вы хотите выполнить подкладку для сумки, вам понадобится ткань. Я буду использовать лен. И как сделать замеры, выкроить и вшить эту подкладку, у меня на канале есть подробнейшее видео. Ссылочка для вас будет, как обычно, в описании. Помните, что всегда в описании к видео есть вся информация, ссылка и также расчеты и дополнительная информация. Поэтому изучайте то, что написано под видео. И давайте приступим к вязанию сумочки. В первую очередь необходимо связать 2 вот такие квадратные заготовки узором ротанг. Ссылка на обучающее видео оставлена для вас в описании под этим роликом. Выполняем дополнительно ВТО. Ссылочка на ВТО тоже для вас оставлена в описании. И только после этого мы приступаем к обвязке. Находим, вот она прибавка, состоящая из 2 столбиков, и вот здесь прибавка, состоящая из 2 столбиков. Сразу после нее вводим крючок. Здесь мы захватываем рабочую ниточку, оставляя хвостик около 10 сантиметров. И теперь выполняем обвязку соединительными столбиками в эту сторону. Ввожу крючок под верхнюю петлю, то есть вот за эти петельки мы будем вводить, и захватываю рабочую нить, протягиваю через все петли, в том числе и через рабочую. Перемещаюсь в следующую точку, также захватываю верхнюю петлю, рабочую нить теперь и провязываю через все петли. Так мы провязываем по всему периметру данной заготовки. Из последней точки, там где у нас никаких петель не провязано, мы уже вытягиваем
вспомогательную вот эту ниточку, то есть хвостик, и закрываем ряд. Под верхнюю петлю ввела крючок, захватываю рабочую нить и возвращаю этот хвостик туда, откуда он и вышел. На данном этапе необходимо спрятать этот хвостик в полотно. Теперь нам необходимо нанести разметку на углы, то есть повесим маркеры и переворачиваем наш квадрат и пересчитываем вот эти дужки, то есть от маркера, вот первая, вторая, третья, четвертая, вот эти дужки, и от маркера, вот он, до следующего маркера, вот они последние, у вас должно быть 54 дужки. Разметку нанесли. Это не сильно принципиально, можно и просто вязать, делая прибавки по бокам. Но вот сначала я предлагаю сделать эту разметку. Далее с изнаночной стороны на вот эти дужки мы должны повесить маркеры следующим образом. У нас вот с этой стороны будет 4 прибавки. И с этой стороны у нас тоже будет 4 прибавки. Наносим их следующим образом. Отсчитываем. Вот она, первая дужка, вторая, третья. И вот она, четвертая дужка. На нее мы повесим маркер. Отсчитываем опять первая, вторая, третья. И вот она, четвертая. На нее мы тоже повесим маркер. Так мы отсчитываем. Еще 3 повесили маркер. И еще 3 повесили маркер. То есть между маркерами у нас вот здесь по 3 этих дужки остается. С этой стороны делаем то же самое и начинаем вязать. Там, где мы завершили вязание обвязки, здесь у нас висит маркер. Вот она, самая первая дужка. Я ввожу крючок в центр этой петли и дополнительно захватываю дужку. На крючке 2 ниточки. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и провязываю столбик. Перемещаюсь в следующую петлю и провязываю точно так же в центр петли за вот эту заднюю стеночку и под дужку. Тоже ввожу крючок. Захватила, провязываю очередной столбик. Перемещаюсь в следующую. Это уже 3-й столбик. Тоже провязываю. Далее у меня висит маркер, я его снимаю и провязываю прибавку. Провязываю сначала 1 столбик сюда и сюда же провязываю 2. Далее все последующее вязание, там где у нас висят маркеры, мы должны делать прибавки. Сейчас я провяжу 3 столбика одиночных, и уже когда я дойду до маркера, я провязываю 3-й. Дошла до маркера, и я его снимаю, он мне здесь теперь не нужен. И в эту точку провязываю опять 2 столбика, как и в этом случае, то есть выполняя прибавку. Так мы провязываем по всему периметру, соблюдая вот эти все прибавки, и довязываем до вот этого маркера. После прибавки, напомню, здесь у нас 3 одиночных столбика. Когда вы провязали этот ряд, все дальнейшее наше вязание будет заключаться в следующем. Мы делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание по часовой стрелке и провязываем вот за эти верхние петли. Вот здесь у нас закончилось вязание, здесь у нас подъемный столбик и петля основания. Вот в следующую, не в эту, а в следующую ввожу крючок за верхнюю вот эту петельку, состоящую из 2 ниточек. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Так перемещаюсь в следующую такую же петельку и провязываю очередной столбик без накида. Так я вяжу все последующие ряды. Всего необходимо провязать 6 рядов. Также хочу остановить ваше внимание на вот этом участке, то есть в конце ряда. Вот здесь у меня провязывается предпоследний столбик. Далее здесь
вот такой же дужки нету, то есть петельки. Поэтому я провязываю вот в этот крайний столбик, вот так, за 2 ниточки. И с обратной стороны, как будто я в центр этого столбика ввела. Это очень важно для того, чтобы у вас не исчезло количество петель. Первая деталь у нас готова, и теперь нам необходимо связать еще одну такую же деталь. Выполнить ВТО и переходим к соединению этих деталей. Располагаем к себе вот таким образом наши заготовки. Вот здесь я завершила вязание. Вот с этой стороны я должна сейчас подхватить ниточку. Нахожу, вот она, вот он первый столбик, и за его край, с этой стороны у меня нитка остается, я ввожу крючок за одну ниточку. И сюда я протягиваю эту петлю. Подтягиваем ее. И начинаем соединять наши стороны. Вовнутрь я держу внутри рабочую ниточку. И теперь я захватываю таким образом. Вот с этой стороны, когда я разворачиваю, вижу, вот она, внутренняя петля. То есть с этой стороны. Такую же петлю мне необходимо подхватить с этой стороны. Вот эту, внутреннюю. То есть в следующую петельку, которая у меня находится в этом ряду. Захватываю рабочую нить и протягиваю через все эти петли. Соединили первую точку, перемещаюсь в следующую и теперь захватываю с верхней, вот здесь, с внутренней стороны. Переворачиваю с этой стороны, я тоже захватываю. Подхватываю рабочую нить и протягиваю через все петли. Вот так у нас получается. И теперь мы будем каждый раз менять местами. В прошлый раз мы захватывали сначала с этой заготовки, теперь мы захватим с этой. Нахожу, вот она, внутренняя петелька. И с этой стороны я захватываю точно такую же петлю. Захватываю рабочую нить и протягиваю через все петли. Теперь я поменяю, захвачу сначала с этой стороны. Нахожу, вот она, крайняя петля, и с этой стороны точно такая же. Захват рабочей нити и протягиваю. Так мы довязываем до конца этих заготовок. Сейчас мне необходимо провязать, вот она, предпоследняя петля. Провязываю. И осталась вот одна, с этой стороны одна, и петелька вот с хвостиком, которая это... Мы заканчивали вязание другой заготовки. Сейчас я захватываю, получается, с этой стороны. С этой стороны я должна захватить от столбика внутреннюю стеночку. Также одну петлю. Вот это все необходимо держать, чтобы не выскочило. И теперь захватываю рабочую нить, провязываю. Все, на данном этапе соединение завершено. Теперь нужно просто спрятать хвостики. Мы подхватываем вот эту петлю, которая у нас здесь оставала, хвостик подтягиваем и как будто бы провязываем вот через эту петельку. Теперь обрезаем ниточку и прячем вот эти нити в полотно. И вот такой корпус сумочки у меня получился. Теперь я уже нанесла разметку и буду вязать хлястик, и на него зафиксирую застежку. Он у меня будет занимать 6 петель, то есть включая маркеры. Вы делаете ту ширину, которая вам больше нравится, которая подходит для вашей застежки. Ну или, как я уже говорила, можно установить кожаный клапан. Ввожу крючок под вот эту верхнюю петельку, где у меня висит маркер. Маркер я уже убираю, он мне здесь не нужен. И оставляю сантиметров 7-10. Захватываю рабочую ниточку и провязываю первый столбик. Далее буду ввязывать эту ниточку, а потом вниз я ее спрячу вот в это полотно. Провязываю за верхние вот эти петельки. Вот она, верхняя петля.
захватываю рабочую нить и вот так провязываю. Всего здесь у меня получается 6 столбиков без накида. Подошла я к маркеру, снимаю его и провязываю крайний столбик. Вот так получилось. Далее я вяжу точно так же, как и боковины. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваюсь по часовой стрелке и теперь провязываю такие вот столбики без накида. И вяжу поворотными рядами той длины, которая необходима. То есть докуда у вас вариант вашего хлястика, если замочек будет здесь установлен, или в этой области. То есть нужно провязать то количество рядов. Я провязала 11 рядов, уже обрезала ниточку и спрятала ее. Этой длины мне будет достаточно для того, чтобы моя сумочка вот таким образом закрывалась. Теперь мы устанавливаем фурнитуру, кольца. И если вы выбрали вязаный ремешок, вот этот ремешок тоже связан узором ротанг. Ссылочка на данное обучающее видео будет оставлена для вас, как обычно, в описании под этим видео. И также можно сшить сюда подкладку. Ссылочку на обучающее видео я тоже для вас оставлю в описании. Надеюсь, данный мастер-класс вам понравился. Оцените это видео, подпишитесь на мой канал и будьте в курсе новых видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!